Дмитриком, конечно, скучаю, да. Очень скучаю. Последнее видео. Это последний ролик из серии вопросов моему мужу. В прошлом мы рассказали о истории наших отношений, почему он выбрал именно меня, а также про документов, про визу. Про оформление документов. Да. В этот ролик попали все вопросы, которые не относились ко всем предыдущим темам. Не подались, так сказать, группировке. Многие из них довольно смешные, так что, надеюсь, вам понравится. Давайте начнем. Поехали. Всем привет! Меня зовут Марижей, я из Филиппин. Я Василий, я из России. Добро пожаловать на мой канал. Это ее канал. Да. Теперь в своих видео я буду выставлять самые популярные комментарии из предыдущего видео, что бы там ни было. Первый вопрос от Gyroscope. Планирует ли он в 50-60 лет поехать на Филиппины за более молодой женой? Интересно. Нет, конечно. Да? Я не... Расскажи честно. Я не такой. А я не такой, я не такой, я не такой. Они все такие, а я у тебя один не такой. Я не такой, Но я не такой. когда мне будет 56 лет, я подумаю. Следующий вопрос от Барбадон. Есть криминальное прошлое, доводилось людей убивать. А это не будет считаться чисто сердечно? Нет, дело в том, что я считаю, что чуть-чуть не считается. Так что нет. Чё? Ну там было пару хейтеров, но они уже... Ты о них уже ничего не узнаешь. Хорошо, следующий. Я могу дышать. Правильно, я могу дышать. 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 Да, я могу дышать. Дыхать. Дыхать или дышать? Следующий от Владимир Казак. Чем вы его кормите? Это не ко мне вопрос. Чем ты меня кормишь? Еда. Едой. Едой. Инфа 100%. Но она не единственная, кто меня кормит. Если вы понимаете, о чем я. У нас еще есть няня, которая готовит иногда. А я тоже готовлю. Сегодня я готовила. Сегодня она готовила очень вкусно. Недавно она пожарила... не пожарила, а разогрела в микроволновке скумбрию, что ли, копченую, получается. Это было странно. Не, потому что он сказал, я хочу кушать рыбу. Я нашла рыбу в холодильник, и я видела вот холодную. Я думала, он не любит холодную еду. Давай поставить в микроволновке. Он заметил, пахнет. Что ты сделала? Ладно, у меня была бывшая девчонка русская, которая пожарила селедку. Это еще не самое страшное. Хорошо, ты говорил, потому что невозможно, я тоже делаю так. Не, просто на Филиппинах мы не обычно ем вот такой рыбу. Обычно мы жарим, гриль, духовка, а smoked fish. Как smoked fish по-русски говорят? Копченая рыба. Копченая рыба необычно и дорого тоже. Следующий вопрос. Он платил за тебя мешок риса? Ты платил? Не один. Сколько? Почему я не знаю? Спроси своих родителей, сколько я мешков риса. Мам! Нет, на Филиппинах есть такие традиции, я вообще понятия не имею. А может быть другая азиатская страна здесь? Я не знаю. Да ладно, она просто не понимает, не знает, сколько риса я за нее заплатил. Вот и все. Такое бывает. Ха-ха. Окей. Следующий. Михаил Заварикин. Заварикин. Как такую найти? Как? Она меня сама нашла. Ну да. Мы ответили уже это. Первое видео, вот эта серия. Угу. А вообще, как говорится, кто ищет, тот всегда находит. Я не искала. Она даже не искала. Я не искала вообще. Я ее искал, и она меня нашла. Я ее искал, и она меня нашла. Я искала хороший, безопасный человек, а я нашла его. Она нашла безопасного человека. Безопасно? Алекс Раша написал: я точно знаю, что семья азиатки, Тайки, хмерки, филиппинки для нее очень важно. в отличие от русских, которых не волнует, что какой-то там троюродный кузен нуждается в новом мотобайке. Филиппинцы побегут скидываться на новый мотобайк. Русские скажут: заработай сам или возьми кредит. Дженни, напрягаешь ли ты мужа проблемами своих кузенов? И как он к этому относится? А?
Просто смешно. Нет, я понимаю вопрос, потому что есть стереотип вот так. Но филиппинцы любят всегда помогать друг другу, особенно семья, кузин и так далее. Но ты ответил. Это вопрос для тебя. Спрашиваю, Джейн, не напрягаешь ли ты мужа проблемами своих кузенов? А, это для меня? Да. Ты напрягаешь его? Нет, вообще нет. Потому что я не такая. Я не такая. А я не такой, я не такой, я не такой. Они все такие, а я у тебя один не такой. Есть, конечно, некоторые мои родственники, иногда они писали меня, у нас есть проблема, надо купить это, надо купить лекарства и так далее. Но если у меня есть деньги, личные мои деньги, я поделюсь с ними. Если у меня нет, я, честно говоря, извините, у меня нет денег и сейчас, и так далее. Я никогда не спрашиваю Вася, дай мне деньги, мой кузен, там нужен новый моторбайк. Нет, потому что для меня это тоже неприятно просто, потому что это не его responsibility, да, ответственность. Я такого не встречал. Я слышал, что некоторые так делают, Да. девушки, но Джейн, она просто серьезно. Вообще, это мнение, что все тут только и думают, как бы на шею сесть белому мужчине и выключить с него денег, это очень бестолковый стереотип. Он связан с тем, что есть такие люди, про такие случаи пишут, обсуждают их, и про них разговаривают, и поэтому кажется, что таких множество случаев. Обычные случаи, когда ничего не просят, никто не обсуждает, не спросили и обсуждать нечего. Поэтому, несмотря на то, что в 1000 раз меньше начинают на шею садиться, ощущение такое, что садятся гораздо чаще. Именно из-за того, что это называется обман мышления, то есть ошибка мышления. Когда те случаи, которые случаются редко, но они резонансные, они воспринимаются как будто это что-то очень частое и постоянно происходящее. Нет, такого не так часто происходит. И даже если такое будет происходить, вдруг, я просто пошлю и все. Нет, и все. Надо уметь говорить нет. Я всегда говорю моих подписчиков, если у вас есть отношения с филиппинками, надо сразу говорить и уточнить, что вы не богаты, как они думают. Почему? Они могут быть богаты. Просто можно определить рамки дозволенного, так сказать, и ограничить, то есть, куда можно, куда нельзя. Вот, если для вас неприемлемо, например, давать денег на что-то, так скажите, я не буду давать денег ни на что. Все. Если ее это устроит, она будет с вами. Если это не устроит, она будет не с вами. В чем проблема-то? Окей, следующий вопрос от Александра Кузьмидов. Добрый день. Ревнивы ли вы? Я или мы? Ты. Я совсем не ревнив, потому что ревность – это штука про недоверие друг другу, а я привык доверять людям. Во-вторых, это основывается на неуверенности в себе, плюс чувстве собственничества. Ни того, ни другого у меня нет проблем с этим. То есть я абсолютно в себе уверен, и я не считаю свою жену своей собственностью какой-то там и так далее. Поэтому у меня таких проблем совсем нет. Джейн, когда мы с ней познакомились, у нее были проблемы с самооценкой и с уверенностью в себе. Но эти проблемы были решены, и у нее ревности тоже совсем не осталось, насколько я знаю. Или чуть есть. Редко вообще. Редко, да. То есть, в принципе, таких проблем у нас нет. Да, я очень благодарна, что Вася не ревнив, потому что у моего экс-бойфренда. Бывшего. Не бывшего, а бывшего. Бывшего парня все ревнивы, и мне это не нравится. И не здоровье для отношений. И на Филиппинах это обычные проблемы. Что все ревнивые. В России тоже, я так, насколько знаю, все тоже ревнивые. Многие, по крайней мере. Но, как я говорил, это связано просто с неуверенностью в себе и с низкой самооценкой, с чувством собственничества, которое культивируется в нас с детства. Но у меня это обошло стороной. Он просто умный. Следующий вопрос от Дима Даллас. Не слишком ли ваш муж с вами строго общается? Не слишком ли я строг? Где там кляп? Где там кляп? Что такое? Не, вообще нет. Он, как сказать, он самый хороший, самый лучший муж. Ты знаешь почему? Я расскажу. Потому что он всегда поддерживает, что я хочу делать. Он всегда говорит, делать, что ты хочешь, если ты счастлива, я поддерживаю. А для меня это как музыкальное для моих уши. Я понял тебя. Правильно, да?
Я рада. Я не знаю правильно. Я рада, он понимает Ты меня. что это рассказываешь, как будто я тебя заставляю это говорить? Не, он не строго вообще, нет. Я тоже не строго. Не, разве нет? Ты об этом, а? Не, что ты, как собака. Ладно, Следующий- я не строгий. Да, не строго. Но я только с детьми иногда строг, чтобы они Ну, иногда надо, конечно. держали марку. Мгм. Так, следующий вопрос от Юрохит. По поводу Гейрадара, который на Васе дал сбой, Мэри Джейн вообще часто ошибается. Первое мое имя Мэри Джейн, не Мэри Джейн. Так, продолжаем. Как по ее мнению... Подожди, часто ты ошибаешься? мнению... Она никогда не ошибается. А, да. Один раз она ошиблась, и это стоило ей ее свободы. Я никогда не ошибаюсь, ребята. Как должен вести себя чел, чтобы не быть принятым за гея? Ну, не знаю, как ответить вот этот вопрос. Давайте я объясню. Ладно. Давай. На Филиппинах геи это совершенно нормальное явление. Они там никак не скрываются, воспринимаются совершенно спокойно. Это никак не влияет на демографическую ситуацию, вопреки очень частому заблуждению на этот счет. Когда вы видите их, ну, грубо говоря, ежедневно, вы понимаете, кто гей, кто не гей. У вас определенные вырабатываются, как это называется, ну, обучение происходит, как их распознавать. И когда она потом пытается этот же опыт применить на каких-то других, получается, людях из других стран, она вот получилось, смогла ошибиться. Но на Филиппинах она на этот счет никогда не ошибалась, насколько я знаю. Конечно, да. Я всегда уверена. Поэтому... А второй вопрос получается, считаю ли я, что меньшинство в России подвергается гонениям? Ну, определенно подвергается, когда депутаты, те же самые там публичные люди позволяют себе высказываться на их счет. Я считаю, что это, разумеется, неправильно. Каждый человек имеет право делать, что хочет, до тех пор, пока это не мешает жить другим. Я не думаю, что сексуальные предпочтения какого-либо человека могут помешать кому-то другому жить. Гораздо больше мешают им, когда их в чем-то ограничивают, когда им что-то запрещают, когда им там... Ну, вообще понятие пропаганда гомосексуализма, она очень смешно звучит. Я не могу себе представить такую ситуацию, когда мне кто-то что-то запропагандирует, и я вдруг скажу, пойду-ка я стану геем. Ну, это просто абсурд. Baby, you don't have to blush every time I ask you out. И когда люди рассказывают о том, что вот можно там какую-то пропаганду устроить, и люди поменяют свою ориентацию, это просто звучит очень глупо для меня. Вот. Смешно. Смешно, да. Кроме того, есть исследования, которые подтверждают, что процент там вот этих вот гомосексуальных, ну, нетрадиционных сексуальных ориентаций по всему миру примерно одинаков. Вне зависимости, там, как люди себя ведут, есть пропаганда так называемая или нет, запрещено это или нет, процент примерно один и тот же. Единственное, что о них могут просто не знать, потому что люди скрываются, ну и кажется, что их нет. На самом деле это ни на что не влияет. Это скорее именно генетические какие-то вещи, я не знаю. Следующий вопрос. От Джеймс Эбаth вас всех. Отличное имя, кстати. Сделать, конечно, вопрос такой. Любит ли он Путина? Путина? Путина. Путина. За что вы любите? Ой, я хочу читать это, подожди. От Рус Чернич. Мужу твоему повезло. Согласен? Конечно. Согласен? Полностью Молодец. согласен. Что у него спрашивает, как ему так повезло? Везет сильнейшим, лучшим. Все просто. Я понимаю, все было так. Он очень любил смотреть бои с богом филиппинского бокса Мэнни Пакменом. Пакьяо. Ну, здесь Ну, Пакменом. И как зачарованный в конце концов решил сам найти свое счастье на Филиппины. На чужбине, ага. чужбине. Красава. Ну, Но я вам скажу так, ребят. Я первый раз узнал о Мэнни Пакьяо, когда мы смотрели с отцом на Филиппинах матчи его с Майвезером. Да. Я прочитал тогда про него всю его историю, ну там историю в Википедии туда-сюда, посмотрел историю его боев. Он, конечно, классный, крутой, но я никогда не интересовался боксом раньше. Единственное, что, наверное, я видел какие-то бои с Тайсоном. Ну, слышал, по крайней мере, про Тайсона. Как бы все. Нет, я восхищаюсь им, он молодец, он классный, безусловно, как боксер он, конечно, великолепен, Пакьяо, но нет, это никак не связано с ним. так, следующий вопрос от Dreamer Kersk. Скучаете по Таю? Конечно, Да. там такой вкусный паттай, такой вкусный там Вкусно все. кокосы, манго, о боже. Хватит. Ладно, подожди. По Дмитрий... тайкам, конечно, скучаю, да, очень скучаю. Последнее видео.
Скажи до свидания. До свидания. Осталось еще пара вопросов, стоящих отдельного внимания. Я их буду читать с ноутбука, про них. Некий Дмитрий Донской рассказал нам в комментариях, что он верит в телегонию, считает большинство женщин проститутками и интересуется, куда делись мужи. Про мужей и проституток мне ответить нечего, так как это оценочное суждение. А вот если кто-то из вас верит в нацистскую антинаучную чушь, вроде телегонии, то обязательно напишите об этом в комментариях, потому что довольно интересно понимать масштабы трагедии российского образования. Еще один гений по имени Зуртан Халтаров спросил, является ли муж куколд горем в семье. Отвечаю, вам должно быть виднее, Зуртан. А теперь у меня вопросы к адекватным зрителям. Должны ли мы ставить гениям таким диагнозы? Или их нужно просто банить на канале? И как вы считаете? На этом серия видео с вопросами к моему мужу закончена. Если вам нравится вот такой формат, пишите в комментариях, пожалуйста. И, конечно, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Все, пока-пока. Пока. Salamat po. Salamat po. Salamat po, gusto mo ko lang. No, hindi ka na